Всем привет! Я тут спешу к вам с новой порцией новостей об обновлении 9.1. Новостей и интересностей много, но разводить долгие рассуждения не мой стиль. Да и углубиться в изучение всех новинок пока что сложно. С ПТР в последнее время возникли проблемы. Частые вылеты, неудачные попытки входа и вот это вот все, да еще и с массовым характером. Поэтому просто поговорим о том, что нам стало известно. А с вами Аскалов, и мы начинаем. Появилась информация о полетах в 9.1. Ну как появилась? Она и была, просто теперь мы знаем немного больше. Для открытия полетов в патче 9.1 нам не будут нужны дополнительные ачивы. Зато для разблокировки полетов потребуется новый предмет – Memories of Sunless Skies. Blizzard однозначно пояснили, что игроки получат доступ к этому предмету во время прохождения глав кампании Ковенантов, сразу же после главы основной сюжетной цепочки, связанной с Кортией. Известно, что полеты не будут доступны в Орибусе и сопряженных с ним зонах. Назовем их зонами трансфера. Blizzard объяснили, что если разрешить в этих местах полеты, то время полета от Орибуса до ближайшей локации составит около 30 минут. Ну и ладно, зато в остальных зонах летать сможем. Также полеты не будут доступны в утробе и на территории Кортии. Насколько сейчас уже известно, полеты будут доступны уже через 2 недели после старта 9.1. Появились модельки новых летающих маунтов для всех 4 ковенантов. Тут, конечно, вкусовщина. Лично мне больше остальных понравился маунт Вентиров. Но есть нюанс. Лично у меня при взгляде на этих маунтов возникает сильное дежавю. По факту, похожие модельки мы уже видели раньше, а некоторые и не по одному разу. Как будто на старых маунтов натянули новые текстуры, что ли. Наименее приевшейся мне кажется моделька маунта Некролордов, но я могу ошибаться. В целом, возможно, я и зажрался, но я ждал чего-то более новаторского от этих маунтов. В любом случае, все модельки этих маунтов уже доступны на Вовхеде, а также модельки многих маунтов, которые были добавлены в 9.1. Далее на повестке дня фитнес-зал Таргаст. Некоторые игроки ранее заметили место в Бастионе, где распорядители Кири, это те самые маленькие трудолюбивые совухи, активно занимаются трудом и вообще не сидят без дела. Так вот, судя по всему, идея не совсем официальной жизни распорядителей очень понравилась разработчикам, и они решили открыть для них полноценный фитнес-зал. Датамайнеры нашли в свежей сборке 9.1 новую зону Таргаста, где, очевидно, распорядители упорным трудом и регулярными тренировками должны прийти в идеальную форму, иметь накачанный пресс и королевскую бицуху. В данной зоне можно увидеть спортивный инвентарь. Там всякие штанги, скамейки для занятий, различные спортивные грузы, стилизованные под большие бочки, а также большие статуи распорядителей. Не знаю, как вы, а я очень люблю, когда в игру добавляют такие фишечки. Остается только держать пальцы крестиком и болеть за наших распорядителей. Кто знает, может когда-нибудь для них Кири и организуют конкурс бодипозитива. И опять датамайнеры на острие интересностей. На этот раз были найдены ачивы, указывающие на то, что Таргаст обзаведется новыми этажами. Точной информации я пока не нашел, но можно предположить, что количество этажей Таргаста увеличится до 12. Помните, в прошлом видео мы рассуждали о том, что возможно нам не потребуется пепел душ для прокачки легендарок на новые уровни, которые добавятся в 9.1. Лично я к таким мыслям пришел из-за того, что не было информации о том, сколько и какой валюты потребуется для прокачки легендарок на новые уровни. Датамайнеры продолжают подливать масло в огонь, находя все новые сведения. На этот раз они откопали новый вид валюты – Soul of Cinders, или Зола душ по-русски. Примечательно, что раньше эта валюта фигурировала на Вовхеде как «Мега-пепел душ». Возможно, что именно эта валюта будет добываться с новых этажей Таргаста. К сожалению, проверить это пока что нельзя, так как на ПТР Таргаст банально недоступен. Да и вообще, с ПТР сейчас все грустно, постоянно выкидывает, а кто-то вообще не может зайти. Как итог, народу там очень мало. Да, в соло долго тоже не побегаешь. В любом случае, не до конца понятно, как именно будет использоваться эта валюта в 9.1. Есть теория о том, что возможно она будет требоваться для прокачки старых рангов легендарок, либо для прокачки новых легендарок ковенантов, а может это просто новый вид валюты, который придет на смену пеплу душ в следующем сезоне. В целом, поживем увидим. Продолжая тему Таргаста, есть вероятность, что в Таргасте можно будет получить опыт. Авторитетные и не очень ресурсы в один голос говорят, что многие игроки очень просили дать возможность качаться в Таргасте. Видимо, речь идет о нитях судьбы. Я не знаю, есть ли действительно столь ярые фанаты Таргаста, но кто я такой, чтобы с кем-то спорить?
В любом случае, был найден предмет, из рабочего описания которого видно, что он будет давать опыт, а добываться он, судя по всему, должен в Таргасте. Сколько он будет давать опыта, не ясно. Но если ведут возможность прокачки в Таргасте, я только за. Чем разнообразнее и вариативнее игра в разных ее аспектах, тем лучше. Главное только, чтобы количество получаемого опыта было сопоставимо с трудозатратами на получение этого предмета. А теперь самая важная новость. Трансмогрификация. Что может быть важнее трансмогрификации и белочек? В 9.1 добавит возможность раздельной трансмогрификации для наплечников. То есть, по своему усмотрению, игрок сможет трансмогрифицировать левый и правый наплечник в разные модельки. Прикольно, но я не могу не побрюзжать. Почему не добавили раздельный трансмог для ботинок и перчаток? Мне кажется, это бы открыло огромный простор для новых фантасмагоричных обликов. Игроки смогли бы не только подражать любимым фрик-звездам, но и земли Азерота могли бы наполнить люмпины всех разновидностей в одном ботинке или с одной меховой перчаткой на правой руке. Это если вы понимаете, о чем я. А у меня на сегодня все. Если видео тебе понравилось, не забудь поддержать его пальцем вверх, подпишись на канал и прожми колокольчик. Если тебе нравится то, что я делаю на этом канале, обязательно покажи канал друзьям. В любом случае, вместе всегда веселее. А с вами был Аскалов. До новых встреч в проекте.